Кристина, почему скромность мешает успеху? Первый ответ, который мне приходит: так ли это, действительно ли скромность мешает? Я не люблю вопросы такого плана, почему что-то мешает или почему что-то помогает, потому что это вопросы, в принципе, манипулятивные, надо понимать. Неважно, вам их кто-то извне задает или вы себе внутри это задаете, да, но когда вы задаете такой вопрос, на самом деле это вопрос утверждения, что скромность априори мешает, и расскажите почему. Поэтому мне здесь хочется сказать: отслеживайте такие вопросы и замечайте, осознавайте, как вами манипулируют или вы сами собой манипулируете. Поэтому здесь важно прояснить, что никак не доказано, что скромность мешает успеху. Ровно как и наоборот, что помогает, да, здесь надо быть объективными. Мешает успеху установка. Вот если у вас есть такая установка, что скромность мешает, и при этом вы считаете себя человеком скромным, вот это вам будет мешать. Вот это абсолютно точно. Поэтому выбирайте, либо меняйте мнение о себе, либо меняйте установку по поводу успеха и скромности. И на самом деле подтверждение есть и в пользу скромности, и не в пользу. Например, в пользу скромности очень хорошая книга «От хорошего к великому». Автор книги исследует успех больших компаний, их лидеров, и выводит несколько качеств, да, путем исследования, которые помогают компании становиться не просто хорошей, а великой. И он вводит понятие так называемого руководителя 5-го уровня, по-моему, и вот как раз скромность – это одно из важных качеств для руководителя вот этого 5-го уровня. Напомню, что автор книги, он исследовал реальные примеры, то есть это буквально реальные компании, это не что-то из головы придуманное. Вот вам, пожалуйста, подтверждение, когда скромность помогает успеху. Точно так же можно найти примеры, где скромность мешает успеху. Здесь те же вспоминаются слова Генри Форда про то, что если вы думаете, что можете, или думаете, что не можете, вы правы в обоих случаях. Точно так же, если вы думаете, что скромность помогает успеху или мешает, вы правы в обоих случаях. Выбирать вам.